Всем привет, сегодня сделаем обзор на Кодзуки Одена. Давайте начнем с простого, посмотрим на его автоатаки. Как вы могли заметить, Оден преодолевает достаточно большое расстояние во время их использования. Это позволяет ему в каких-то моментах бесплатно уходить от тех же линков за счет того, что они, грубо говоря, тащат противника по арене. Давайте посмотрим на восстановление противника после использования первой автоатаки. Достаточно быстрое восстановление, однако Оден имеет возможность достаточно быстро первую автоатаку повторять. То есть, видите, за это время оппонент не успевает восстановиться. Поэтому в целом, если есть необходимость наносить по одной автоатаке, то есть такая возможность. Давайте посмотрим дальше. Уже буквально вторая автоатака роняет противника на землю. Давайте сейчас посмотрим в целом. Видите, еще какой нюанс бывает, что пятая автоатака, она периодически промахивается. Давайте теперь посмотрим на восстановление после использования каждой автоатаки. Достаточно долгое восстановление после использования первой автоатаки, но на самом деле это не является прям каким-то большим минусом. Единственное, что, конечно, такой автоатакой байтить противника лучше не стоит. Давайте теперь посмотрим на вторую автоатаку. Стоит отметить, что во время использования второй автоатаки Оден наносит 2 удара. И в принципе во время того, как он эти удары делает, у него есть возможность уйти в любой момент. Именно вторая автоатака является самым лучшим вариантом для того, чтобы зацикливать комбо. То есть самая безопасная автоатака у Одена будет вторая. Как вы могли заметить, Оден во время третьей автоатаки делает невероятно длинный выпад. Ну и соответственно во время его использования его нельзя отменить. Давайте сейчас посмотрим на четвертую автоатаку. В этот момент Одена можно поймать. Непродолжительное количество времени он стоит на одном месте. Наказать его в целом можно. Но у него есть еще пятая автоатака. Да, вот этот удар. И именно после пятой автоатаки он, в принципе, может уйти достаточно быстро. То есть, обратите внимание, дэш нажимается практически мгновенно. Давайте сразу же уделю внимание тому, что у Одена есть пассивная способность. Если дать Одену постоять на месте какое-то определенное количество времени, то он начнет восстанавливать здоровье. Также обратите внимание, что у Одена есть внизу полоска, которая заполняется от использования скиллов и позволяет войти в режим воли вооружения. Данная полоска заполняется также от автоатак. И в принципе именно за счет автоатак лучше эту полоску заполнять. Потому что использование скиллов заполняет эту полоску только тогда, когда вы этот скилл коннектите. То есть если вы промахнулись скиллом, полоска не заполняется. Давайте теперь перейдем непосредственно к самим скиллам. Вот так выглядит первый скилл, у него нету никаких вариаций. Восстановление после использования первого скилла достаточно приличное. Одена можно спокойно наказать на этом скилле. Давайте теперь посмотрим, как этот скилл выглядит, когда мы его коннектим. То есть оппонент падает на землю. Также после использования первого скилла открывается продолжение. Выглядит оно вот так. Выстрел слэшами, и затем происходит телепортация. Давайте посмотрим, насколько далеко эти слэши летят. Они летят не через всю арену, но в целом дальность достаточно хорошая. Стоит сказать, что после того, как вы начали использовать этот скилл, никак манипулировать им вы не можете. Давайте теперь перейдем к обсуждению второго скилла. Так выглядит второй скилл, похоже на крест X-Дрейка. У данного скилла есть 3 вариации. Давайте, соответственно, покажу, какое воздействие вообще он оказывает на противника. То есть можете обратить внимание, что он также сразу же сбивает противника с ног. Вторая вариация второго скилла выглядит следующим образом. Вам нужно еще раз нажать на второй скилл, и Оден выкинет такой вот быстрый крест, который также сбивает с ног противника, но летит уже через всю арену и летит достаточно быстро. Данная вариация второго скилла отлично подходит для того, чтобы сетапить комбо на восстановление противника. Вот вы уронили противника, используете второй скилл. Противник делает дэш вам за спину, и вы можете этот крест перенаправить в противоположную сторону. Вообще данным скиллом вы можете манипулировать в любую сторону, вы можете кинуть его влево, вы можете его кинуть вправо, вы можете кинуть его назад. Теперь давайте перейдем к обсуждению третьей вариации второго скилла. Нужно просто зажать второй скилл. Оден делает вот такой вот выпад. Теперь мы знаем, какие есть вариации на втором скилле. Давайте наконец-таки посмотрим на продолжение. Вот так вот выглядит продолжение второго скилла. Давайте посмотрим вообще, насколько далеко Оден делает этот прыжок.
прыжок достаточно короткий, но при этом радиус поражения достаточно широкий. Я, если честно, даже не ожидал, что я зацеплю Рейли. Это, в общем-то, что касалось второго скилла. Давайте теперь перейдем к обсуждению активных скиллов. Первый активный скилл выглядит вот так. То есть это вихрь, который Оден раскручивает и кидает в противника. Давайте посмотрим, какой эффект оказывает активный скилл, когда мы находимся рядом с противником. Если вы обратили внимание, мы никак не станем противника, он стоит на ногах, то есть потенциально, если противник использует какой-то линк, то у него есть возможность продолжить комбо. Сейчас обратите внимание, что я имею в виду. Видите? Что стоит отметить? Вихрь, к сожалению, никаким образом нельзя контролировать. Им нельзя перемещаться, и его также нельзя кинуть в определенную сторону. То есть, если вы изначально используете скилл в определенную сторону, то он туда и полетит. То есть, никакой неожиданности для противника вы создать не сможете. То есть, смотрите, я сейчас направлю его ровно прямо, и он туда и полетит. Соответственно, сейчас я буду нажимать назад. И видите, то же самое произошло, и опять скилл полетел вперед, несмотря на то, что я нажимал назад. Давайте теперь посмотрим на второй активный скилл. Выглядит он следующим образом. Высвобождение королевской воли. Как вы могли понять, это АОЕ скилл. Покрывает он определенную область вокруг себя, но, к сожалению, имеет недостаточно большой радиус. То есть, обратите внимание, находясь здесь, я противника не зацеплю. И вот здесь я не цепляю противника. И даже здесь не цепляя противника. То есть надо быть достаточно близко. Мы одновременно и оглушаем, и роняем противника на землю. Это то, что касалось активного скилла. Теперь давайте вернемся в общем к скиллам. Дело в том, что у Одена после использования каждого скилла есть возможность встать в стойку и получить на непродолжительное время красный щит. Но для активации понадобится часть шкалы воли вооружения. После того, как вы используете любой скилл, сразу же зажимайте автоатаку. Обратите внимание, Оден встает в такую стойку на непродолжительное время, получает красный щит. Таким образом, у вас есть возможность избежать какого-то физического линка непродолжительного, который не оглушает, который вас не захватывает. Вы можете не дожидаться до конца анимации стойки, и если линк противника достаточно быстрый, вы можете продолжить комбо автоатаками. Видели, да? Соответственно, после того, как вы триггерите данную стойку, у скиллов появляется красный щит в начале анимации. В принципе, неплохой бонус. Иногда оппонента можно будет удивить. В общем-то, это все, что касалось основных скиллов. Давайте теперь посмотрим на специальный скилл. Каким образом он выглядит. Наносит он достаточно мало урона, если мы не совсем удачно его используем. Чтобы специальный скилл Одена нанес максимально много урона, необходимо, чтобы противник был позади Одена. Таким образом он наносит несколько ударов. Область поражения у специального скилла очень большая. То есть обратите внимание. Я думаю, вы наверняка обратили внимание, что после того, как Оден использует специальный скилл, он входит в стойку воли вооружения. И, соответственно, его скиллы видоизменяются. Как вы можете видеть, первый скилл теперь имеет 3 заряда. Он никак существенно не отличается от обычной стойки. В общем-то, как и продолжение. Появляется дополнительный скилл от использования либо первого, либо второго скилла. Ну и, соответственно, выглядит он вот подобным образом. Очень сильно видоизменяется именно второй скилл. Обратите внимание, какую область покрывает данная атака. Данный скилл также можно зажать. И тогда Оден делает выпад, и после чего выбрасывает огромное количество слэшей. Также, помимо того, что видоизменяется сам второй скилл, видоизменяется его продолжение. Что в целом стоит сказать касательно стойки воли вооружения. Обратите внимание, сейчас я сделаю дэш. Видите, какое невероятное расстояние преодолел Оден. А теперь сравните это с простым дэшем. Буквально половина от того, что мы видели в стойке воли вооружения. В целом автоатаки в стойке воли вооружения не сильно меняются. Меняется только 5-я автоатака. Оден бросает такой слэш через всю арену, который является в целом хорошим лаунчером для того, чтобы сетапить его на восстановление противника. То есть вы можете данный слэш кинуть через всю арену, законнектить первый скилл,
Ну и, соответственно, потом уже сблизиться с противником. Вы также можете сделать комбо, которое позволит вам достаточно долго держать дистанцию от противника и не подходить к нему. Вот так оно выглядит. Давайте посмотрим на его ульту. Наносит 19 тысяч урона. Дальность ульты достаточно маленькая. И осталось сказать о том, какие скиллы у Одена имеют возможность ловить логию и какие сбивают красный щит. Первый скилл имеет возможность сбивать красный щит. Продолжение первого скилла возможности сбивать красный щит не имеет. Второй скилл не сбивает красный щит. Ни одна вариация второго скилла красный щит не сбивает. Активный скилл щит не сбивает. Спешл не сбивает красный щит. Давайте переходить в стойку воли вооружения в таком случае. Ну, про первый скилл понятно. Второй скилл также не сбивает. Данный скилл также не сбивает красный щит. Давайте посмотрим, сбивает ли продолжение второго скилла. Ну, в общем, сбить красный щит имеет возможность по факту только первый скилл. Ну и активный скилл, который просто имеет возможность оглушить противника. Ну а теперь давайте проверим, какие скиллы имеют возможность ловить логию. Первый скилл, к сожалению, не поймал логию. Также не ловит. Ну и активный скилл тоже не ловит логию. Я думаю, что вихрь даже тестировать особо смысла нет. Да, логию он также не ловит. По идее, логию должен поймать спешл. Но, к сожалению, нет. Ульта тоже не ловит логию. Ну что ж, давайте тогда смотреть, может быть, в стойке воли вооружения ситуация как-то изменится. Первый скилл не ловит. Второй скилл не ловит. То есть Оден вообще логию не ловит, получается. Несмотря на то, что как бы вот тут отчетливо видно, что он использует волю вооружения на мечах, да, они чернеют. Почему так? Ну и сами понимаете, если у первого скилла есть возможность выбивать логию, то такую логию не поймать без красного щита. То есть опять-таки это какой-то бесполезный скилл для того, чтобы ловить логию. Оказалось, что логию все-таки можно ловить, но для того, чтобы иметь такую возможность, нужно триггерить как раз-таки вот эту красную стойку после использования скилла. Видите, сейчас первый скилл поймал Акаину. Соответственно, также и вторым скиллом можно поймать логию. В общем, вот такой вот нюанс существует, знайте о нем. Но опять-таки я должен сказать, что если Акаину будет использовать свою лаву, то без наличия красного щита на таких скиллах вас просто накажут. Поэтому даже несмотря на то, что у этих скиллов есть возможность выбивать логию, они бесполезны. Вот такой вот обзор на Одена получился. В целом могу сказать, что персонаж получился неплохой. Я поставил ему 8 из 10. Мне нравится, как он визуально выглядит. Мне нравится его саунд-дизайн, мне нравятся его скиллы. Единственное, что мне не нравится, его определенные проблемы с технической точки зрения. Бывает такое, что почему-то Оден может просто сам по себе, из-за того, что противник находится достаточно близко рядом с ним, сам разворачивается и начинает делать вторую автоатаку в противоположную сторону. Из-за этого противник успевает восстановиться и уйти. Также бывает, что иногда триггерится вот эта вот стойка в ненужный момент, когда ты хочешь просто нажать автоатаку. Также не очень сильно нравится, что у него очень, видите, долгие дэши. У них долгое восстановление, то есть обратите внимание, как долго он может делать второй дэш. То у многих персонажей вы можете как бы использовать два дэша и как бы уйти. Понимаете, да? То есть вот в это вот окно какой-то скилл может просто попасть.
Бывает, что у него дропается, как я уже говорил ранее, 5-я автоатака. Есть определенные нюансы, которые, честно говоря, меня немного выбесили во время игры на Одине. Я думаю, что со временем какие-то моменты исправят. Порой противники чересчур быстро падают на восстановление, не успеваешь законнектить комбо. В целом, особо больше сказать нечего. Огромное спасибо, что смотрели. Пишите свое мнение касательно Одина. Нравится он вам, не нравится. Ну а я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что смотрели. И всем пока-пока.